Потому что понятно, что есть одна история, причем большинство людей думает, что история – это некий написанный рассказ. Нет, это история – это совокупность методов, которыми ведется историческое исследование. Вот есть методы научные, а есть методы пропагандистские. Это две совершенно разные вещи по двум разным ведомствам. Алексей Валерьевич, а как там еще Гитлер с Польшей поживают в голове Владимира Путина? Ой, вы знаете, значит, когда я насладился этим периодом, тоже, кстати, не первый раз, но, может быть, первый раз в таких откровенных выражениях, я сначала, значит, кинулся, во мне проснулся юрист. Я же по диплому-то, у меня в дипломе правоведение, да, я, значит, кинулся, конечно, смаковать статью Уголовного кодекса об оправдании нацизма, примеривать ее, прикидывать. Не получается формально, фактически всем, по-моему, все давно все ясно, но формально не получается, потому что вроде бы Путин не одобряет развязывание Гитлером Второй мировой войны, он объясняет Карлсону, значит, почему она началась именно с Польши. Да? Вот, дескать, мы не одобряем, да, но вот именно с Польши началось, потому что Польша там сама накосячила, проявила неуступчивость в вопросе Данцигского коридора, а вот если бы проявила, то, возможно, началось бы с западных держав, с Англии и Франции. Вот я даже, Алексей Валерьевич, если позволите, я прямо эту фразу процитирую, да, это важно, мне кажется, цитата. Да, пожалуйста, вы можете процитировать. Он говорит, все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Ну вот видите, Айдар, понимаете, если бы я был мизулинообразным, я бы, может быть, обратился в прокуратуру с просьбой проверить на предмет. Но ведь выкрутится же, да, как в анекдоте про Штирлица, скажет, что апельсины приносил. Значит, скажет, что нет, конечно, где вы видите оправдание. Это не оправдание, это объяснение порядка начала Первой мировой войны, да. А поскольку Путин не мемориал, чтобы ему каждый лыко в строку, то я думаю, что суд с ним согласится еще до начала не то что процесса, а до следственной проверки. Но дело в том, что в статье Уголовного кодекса прямо идет ссылка на решение на приговор Международного военного трибунала. И в приговоре, не в ходе процесса, а именно в приговоре, в финальной части, есть ссылка на документ, который был принят трибуналом как одно из доказательств на процессе, где говорится о том, что судьба Польши так или иначе решена. Пожалуйста, цитирую по русскому официальному тексту приговора Нюрнбергского трибунала. Первый документ озаглавлен «Речь фюрера перед главнокомандующими от 22 августа 1939 года». Еще не подписан пакт, да, несколько часов остается. Целью речи было объявление решения начать немедленную войну в Польше. Гитлер начал со слов: «Мне было ясно, что рано или поздно мы подойдем к конфликту с Польшей. Это решение я принял еще весной. Но я думал, что сначала, через несколько лет, я выступлю против Запада и только после против Востока. Я хотел установить, значит, приемлемые отношения, но этот приемлемый план не мог быть приведен в исполнение после того, как изменился ряд существенных моментов». Может быть, да, эти слова даже как бы в подтверждение того, о чем Путин говорит. Но вот второй документ, который цитирует в том же самом месте Международный трибунал. Это вторая речь фюрера, произнесенная тогда же, 22 августа. Он в тот день много говорил. «Каждый должен ясно представлять себе, что мы с самого начала были полны решимости воевать с Западом. Борьба не на жизнь, а на смерть. Прежде всего, уничтожение Польши. Задача уничтожения живой силы, а не достижение какой-либо определенной географической линии. Если даже завяжется война с Западом, уничтожение Польши будет основной задачей. Я дам пропагандистский повод для начала войны. Неважно, будет ли он правдоподобен. Победителя никто никогда не спросит, говорил ли он правду. В начале и в ходе войны важно не право, а победа». И вот это, мне кажется, этот документ совершенно убийственный для нынешней ситуации.
Да. Мгм.